Ну что же, всем еще раз привет. Мы по-прежнему находимся на Коммерцбанк-арене в Франкфурте. И сейчас пообщаемся мы... А как тебя правильно назвать? Владелец, SEO или... Ну вот как правильно? И то верно. И то верно. Окей, с владельцем организации Virtus.pro Снегом. Всем Хочу начать вот с этого турнирчика, а потом вернуться немножечко в прошлое, потому что по прошлому у меня очень много вопросов. Но вот хотелось бы начать с этого турнира. Вот я не знаю, был ли ты в прошлом году в Франкфурте, как у тебя общее впечатление от Франкфурта, от турнира и, конечно же, от игры твоей команды? Если честно, мне рассказывали, что здесь прям вау, целый стадион забит. Я когда зашел, конечно, первый раз, я немножко расстроился. Потому что когда ты заходишь, смотришь на ту сторону, ты видишь абсолютно пустые трибуны. Когда ты так прикинул, что по 15 тысяч билетов продано все-таки каждый день, то это впечатляет. 3 года назад мне было бы, наверное, сложно это представить. И впервые, наверное, я сюда приехал со своими друзьями из бизнеса, и когда людям, не посвященные в киберспорт, они смотрят на это, они говорят: вау, такое существует. То есть это уже впечатляет, потому что я просто не знал, что в прошлом году только само поле было, накрыто. А сейчас это уже трибуны. И я понимаю, что в ближайшие пару лет это действительно будет, то есть полностью этот стадион будет заполнен. Поэтому это впечатляет, и это вселяет веру в то, что я делаю. Команда, знаешь как, хотелось бы большего, аппетит приходит во время еды. Когда они сегодня играли в полуфинале, я услышал ВП фавориты. Это прозвучало приятно, знаешь, ты становишься доволен, ты в восторге от того, что ты делаешь. Они проиграли по спорту. То есть я всегда говорил, меня не расстраивает проигрыш, если команда готова, если она старалась, но кто-то просто сильнее. Поэтому сказать, грех жаловаться, скажем так. Хотелось бы больше, да, хотелось, но жаловаться не имею права. Вот так. Если говорить вообще о команде, вот я на 100%, ни я, ни зрители, понятное дело, мы не знаем, какие конкретно процессы, какими процессами конкретно ты руководишь по отношению к команде по доте, но вот Virtus.pro образца после International 4, появление Asus Polar, их объединение, как ты к этому всему относился? То есть, когда одна команда распалась, когда Phobos уходил, приходил, вот в это время не появлялась идея забить на это через 4 года? Слушай, если сравнить 4 года, сколько я руковожу Virtus.pro, то, что творилось последний год, это, скажем, мелкие неприятности по сравнению с тем, что это было 3 года назад, да, и, скажем, есть неприятные какие-то процессы. Я сейчас руковожу в общем, то есть я отвечаю за идею. Если пару лет назад или 3 года назад я понимал, что построить это некому, то есть я очень многое делал руками. Сейчас ВП работает под 100 человек, и я очень сильно стараюсь и инвестирую в то, чтобы делегировать полномочия. То есть есть сейчас 4 основных человека Virtus.pro, на самом деле, которые занимаются процессами. И я, по сути, в каждом из направлений, медиа, продажи, команды и операционно-финансовой деятельности, я пытаюсь по чуть-чуть передавать всю эту экспертизу, и уже встречаюсь только на уровне именно владельцев команд. А все процедуры я пытаюсь... Это сложный процесс, это больной процесс, это рождает очень много ошибок и промахов. Но, скажем, как я говорю, ошибки людей, которые работают в ВП, это моя инвестиция в том числе. То есть каждая ошибка, она порождает дополнительный опыт. И некоторые люди, скажем, которые пару лет работали, они стали намного умнее, скилловее. Поэтому Asus Polar, например, вообще это создавалось как академия. То есть я понимаю, что придется идти путем академии, создавать дополнительные команды. Вместо того, чтобы покупать игроков за кучу денег, лучше срастить своих. И я понимал, что рано или поздно эти команды, я имею в виду игроками. Понятно. Это был бы неизбежный процесс. Конечно, мне бы лучше было содержать 2 команды, но я понял, что так не получается. Потому что когда... То есть, если бы это была совершенно отдельная организация, это бы имело место быть. Но так пока не получается. Глобальные решения принимал я. Точечные, конечно же, нет. И если игрок хочет уйти, я в общем с Zero Gravity обсудил глобальный вопрос. Сначала, когда он переходил, потом это. Неприятно, да, не структурно, да. Но то, что игроки больше решают, чем организации, плохо.
Но, к сожалению, это быстрорастущий рынок, нам приходится порой подстраиваться, приходится находить какие-то компромиссы, то, собственно, и происходит. Окей, опять-таки, немножечко еще на этой теме я остановлюсь. То есть вот ты сказал, что пока... Да, да, конечно, ничего страшного. Пока ты сказал, вот, да, что вот игроки пока решают больше, чем организации, чем контракты и так далее, и так далее, и так далее, чем турниры. В последние полгода очень много было разнообразных разговоров на тему, там, кого-то там задодосили, из-за этого команда вылетела из важного турнира, у кого-то еще что-то произошло. Как ты считаешь, как вот эти все процессы можно регулировать? То есть отношения команд турниров, турнир игроков и игроки, и вот игроки турниров. Игроки ездили в Сиэтл, пытались что-то свое склепать. Насколько я знаю, ребята из Virtus.pro там, ну, то есть ты в курсе всего этого. То есть как ты считаешь, с чего должно это начаться? Это должна быть ассоциация игроков, команд, либо вот что это должно быть? Здесь очень просто. Единственное отличие доты от футбола в том, что футбол не принадлежит никому, а дота принадлежит конкретному издателю. Поэтому, к сожалению, издатель всегда будет диктовать. Проблема, например, издателя доты в том, что никто не знает планов этого издателя. Поэтому экосистему невозможно создать заранее или подготовить ее как-то или инвестировать в нее до того момента, пока издатель не скажет, ребят, через год будет 3 мейджора, через 2 года нам не нужны организации, мы будем работать напрямую с игроками. Понятно? Понятно. Ну, надо, собственно, вкладывать в медиа, не вкладывать в организацию. Ну, здесь же непонятно, что делать. И, к сожалению, экосистема не полностью функциональна, потому что сейчас у нас есть массовый рынок, вот куча игроков, ну просто фанатов доту, кто играет в доту, и есть вот там или дан, вот там, я говорю, да, там Сумаил, неважно, да, там как бы топ-плеер. Но на самом деле, если посмотреть 3 года назад, много ли новых игроков вот появилось? Ну, они появляются, но их появляется единицы. Почему? Потому что нету пласта средних команд. Средние команды либо очень быстро сжираются, либо они просто, ну, как куда-то вот канули в лето. Почему? Потому что сейчас, чтобы, если раньше можно было на таланте победить профессиональную команду, то сейчас тебе надо год растить эту команду, она должна тренироваться, чтобы как-то выступить. А для этого людям нужно что-то есть, решать свои проблемы. То есть сейчас для этого уже нужно достаточно денег. И какой-то человек должен прийти и инвестировать в эту среднюю команду денег. А кто будет инвестировать деньги, когда непонятно, что будет с рынком через полгода? Поэтому вместо вот, если посмотреть как в футболе, да, там где есть дивизион и все, то есть ты понимаешь, что, ага, вот этот парень талантливый, в него можно вложить, и через 5 лет, ну, в футболе ворота не перенесут, понятно, да, ну, ничего не случится, да, и вот, ну, как... Бегать он медленнее не станет. Да, вот FIFA как было, так и останется, и поэтому, если вот представить, ну, вот как в виде конус, да, вот у нас есть обычная аудитория, есть профессионалы, и вот в футболе это вот, ну, как так, то в доте сейчас это вот как горловина. То есть ты либо как обычный игрок, да, либо ты топ of the топ, которых там 20 пацанов, которые делят между собой вот эти все бабки на этих коммерческих турнирах. Ну, в принципе, одна и та же тусовка. Да? Ну да, те же люди. Ну, это немножко, как это сказать, это нормально на самом деле для игроков. Ну, играй, и ты добьешься. Но это не создает нормальный бизнес-климат. Это был всегда, там, ну, вот, мы с тобой это обсуждали, спор с тобой, спор с игроками, как, нравится это кому-то или нет, но бизнес-процессы и деньги, ну, вот, ну, мир такой, да, они как бы решают, и там, где есть инвестиции, организации, это управляет процессами. Сейчас Valve не дает инструмент, она дает деньги, инструменты игрокам. Но пока 18-летние парни будут говорить, с кем мы хотим играть, что нам нравится или что нам не нравится, структуры ты из этого не построишь. Это проблема индустрии. Исправится ли она со временем? Ответ – да, исправится. Потому что пока игроки получают там, раньше там, несколько тысяч долларов, ну, они говорят так, ну, мне выиграть интереснее, ну, мне деньги, ну, хорошо, приятно. Да? Но для него это, вот пройти к году, да? Для него не важно... Нет, важно как бы, но для него победить важнее, чем деньги. С одной стороны, это очень хорошо, да, а с другой стороны, это некое отсутствие профессионализма, ну вот, в полной мере. Да, потому что такое профессионализм, там, если Википедию почитать? Ну, это основной доход человека, ну, вот, на чем он зарабатывает. Вот, наверное, так я это вижу, в общем. Появление таких коллективов или таких
полуорганизаций, которые идут задом наперед, как Secret, это вот в этом есть какое-то будущее? И вот как ты считаешь, вот Secret как что-то самобыточное из 7 человек сможет существовать? Или это просуществует еще недельку-две и все? Ну там, грубо говоря, там. Ты знаешь, вот сложно сказать, это некий такой выбивающийся пример, потому что, ну, скрывать не буду, когда у меня был... Я предлагал действительно по рынку неприлично, ну вот, тогда относительно рынка это было неприличное количество денег. Но нет, ну, просто нашелся там меценат, как я понимаю, который, понимаешь, вот мысль в чем, здесь не только важно, сколько ты денег дашь, да, а важно, чтобы еще не раздуть вот этот рынок. Сейчас рынок с приходом инвестиций начинает надуваться. То есть игроки на самом деле, они получают, ну, намного больше денег, чем это стоит с точки зрения рекламы. Сейчас, мне-то, ну, как бы, мне не жалко, да, но если средний спонсорский контракт, ну, образно там говоря, сейчас там 20-30 тысяч евро в месяц, средний хороший, да, ну, это значит, что игроки, да, должны получать пропорционально. Ну, что-то должно уходить организации, что-то на менеджеров, что-то на инфраструктуру. Да, ты понятно, что их несколько этих контрактов. Но если игрок будет просить 30 тысяч евро при среднеспонсорском контракте на организацию 30 тысяч евро, ну, организации не будут выживать. Ну, это о чем я тебе говорил, почему средней организации, да, не существует. Потому что даже привлекая сейчас привлекая двух спонсоров, ты не купишь себе нормальных игроков. Во-вторых, их еще и нету. Понимаешь? Поэтому, если Secret существует, значит система им позволяет существовать, да, таким как Secret. Правильно это или неправильно, пока, ну, знаешь, как через год-полтора поговорим. Да, посмотрим после интернета, опять-таки. Команда может занять 16 место и все может пойти под 3. Да, и завтра меценат скажет, все, все свободны. А они привыкли получать там, ну, образно, я не знаю, ну, там, по 15 тысяч евро, да. Такие придут и скажут, ребят, а где наш пятнарик? Где наш пятнарик вообще? Я привык там... Ну, понятно. Да. Он скажет, ребят, извини, братан, ну, по рынку как бы 3000 тут платится. Он скажет, нет, что-то все, я пошел куда-нибудь, ну, дальше, я так не хочу. Ну, бывает. Так, сейчас, секунду. Продолжу. Очередной вопрос. Не знаю, читал ли ты, CEO, который раньше работал в Нави, опубликовал статью по поводу того, как, причем очень хорошая такая статья, над ней довольно долго работал, по поводу того, сколько зарабатывают игроки, сколько им платят организации, сколько организации получают от спонсоров и насколько это выгодно организациям. Читал ли ты статью? Если не читал, ты и так сам это все знаешь. Не читал, думаю, знаю. Почему организации, я не говорю конкретно про Virtus.pro, почему организации занимаются этой благотворительностью? Да, это вот то, о чем многие игроки не понимают, что прибыльных организаций в мире 1, 2, 3 на самом деле. Все очень просто. Организации аккумулируют аудиторию, которой обладают игроки. Аудитория – это некий продукт организации. Поэтому аудитория растет, количество там растет. Посмотри на тот же Twitch, который продан там за $1 миллиард. Сколько ты знаешь, что Twitch он не приносит денег. То есть вот Twitch отдельно это минус, но он продается за $1 миллиард. Почему? Потому что интерес там Амазонов, ну это уже понимаешь, как бы это уже рынок инвестиций, да, поэтому вот есть команда, да, и потом сейчас они еще не готовы, но позже команды выйдут, допустим, на IPO, а они могут ничего не зарабатывать. Но в среднее вот там несколько брендов в мире, там вот, ну, скажем, бренд как там Virtus.pro, Navi, Fnatic, NIP, они уже стоят несколько миллионов долларов. То есть они ничего не приносят. Да, я думаю, даже там за 10, ну, то есть уже серьезно. А с точки зрения инвестиций, если кто-то завтра придет и скажет, хочу купить Fnatic, вот, ему скажут 20 миллионов долларов. Вот, как бы так. Хотя это не совсем благотворительно, это долгосрочная инвестиция, да, которая окупится потом, когда эта аудитория начнет цениться. Сейчас реклама и аудитория в киберспорте недооценена. Потому что кто интересует сейчас? Razer, SteelSeries, то есть профильные, по сути, организации, G2A, но еще вот там кто-то говорит, там Nike, ну там Coca-Cola, но они по чуть-чуть входят сейчас в это. То есть для них это как эксперимент. Вот телек понятно, радио понятно, там спонсирование футбола или баскетбола понятно. А здесь так, ну, парням на пиво, ну вот в глобальном масштабе относительно, ну вот с точки зрения маркетинга. А как только Coca-Cola или там HTC или Reebok, они по чуть-чуть уже поймут, что ого,
и когда туда пойдут совершенно другие деньги, то рано или поздно все понимают, что НБА, НХЛ, вот это все, это неизбежность. Маленькие умрут, останутся самые крупные, это все превратится в единую инфраструктуру. Может быть, она будет принадлежать Valve, может она будет принадлежать, там, не знаю, ESL станет там, UEFA, существующим вместе с кем. Рано или поздно это все превратится в единый ком. Кто-то этот единый ком будет скупать, потому что это выгода на перспективу. И тогда команда, которая, может быть, приносит 1 рубль в месяц, продастся за 20 миллионов долларов. Логика абсолютно ясна. То есть тут, действительно так оно и есть. А сейчас это риск. Сейчас будут выживать лишь те, у кого есть откуда привлекать, чтобы вкладывать в игроков. Я не знаю ни одного лидера организации, кто, опять два вида, меценатство, как там, и реально те, кто строит инфраструктуру. Игроки получают, там, если взять годичный заработок, средний игрок получает больше, чем средний организатор. Обычно. Потому что я знаю цены, поэтому да. Мысль в чем? Получая уже, там, скажем, $100 даже в год, это больше, потому что остальные получают минус. $100 больше, чем минус. Так это работает. Ладно, давай. Сейчас вот эта легенда. Вот эти, они имеют на нас бабок, там то. Нет. Нет, это не так. Это всем понятно, да, многим Нет, непонятно. это всем нифига не понятно, я тебе скажу. Игроки считают, что вот эти вот злые там владельцы команд, они просто берут... Другое дело, нет, иногда что делают? Там, допустим, Dota может быть профильным, то есть спонсор даже окупает, Counter-Strike может быть профильным, но потом кто-то, у него рождается идея какой-нибудь организации там захватить весь мир, и они начинают скупать всякую шляпу, там, из серии, там... Сейчас не буду называть дисциплину, потому что какая-нибудь... Да. Вот. Какой-нибудь, скажем, куда тоже уходят деньги, или скупать ненужный став. Это же минус, и общий баланс, он минусовой. Понимаешь, да? То есть и у той стороны есть своя правда. Поэтому, скажу, что глупость иногда некоторых организаций, она вот еще поэтому приводится в итоге к какому-то минусу. Хороший такой ответ получился. Опять-таки, если еще статья к SEO не вышла, сори, к SEO, но она должна появиться. Ты читал? Нет. Он мне ее просто скинул. Нет, я просто не уверен, я в интернете не был 3 дня, то есть он мне скинул дней 5 назад, сказал, что вот я скоро буду публиковать. Ты так любишь это. Я еще не знаю, вышла она, нет. Ладно, шикарно. Ты ее уже пропиарил. Да, я уже пропиарил, все, что надо сделать. Немножечко потом еще поговорю про, например, очень интересный вопрос, который задали люди вчера в интернете. Сейчас маленький вопрос по поводу других составов. То есть, да, здесь Dota, все хорошо, есть очень хороший состав по КСу, про него даже толком говорить нечего, потому что это просто очень хороший состав по КС, который является одной из лучших команд мира. Есть хороший состав по танкам. Кроме этого, есть 2 чудесные дисциплины, которые сейчас очень сильно разгоняются. Это Hearthstone и это Heroes of the Storm. Есть ли планы по поводу этих 2 дисциплин? Я, скажем, уже понял давно очень, что на примере... Когда-то, ты знаешь эту тему, когда я назвал империю шаурмичной, понеслась вот. Я понял тогда одну вещь, что очень большая часть аудитории говорит, эти ВП, они не секут. Потому что, Dota Империя играет лучше, чем... То есть аудитория очень часто реагирует на то, как игроки играют, а не на то, какая организация и кто вообще прав в этой ситуации или нет. Они говорят так, Империя, там, нельзя называть Империю шаурмичной, потому что вы не играете на уровне Империи. Хотя я вообще разговаривал там про организацию. Понятно. Рандомный польский фан даже не знает, что есть такая организация. Да, поэтому у меня и так уже есть составы по много больше дисциплинам. Просто я их не называю Virtus.pro. Они называются своими названиями, играют там, скажем, на уровне иногда там топ-12, уже даже есть топ-16. Просто я попал в неудобную ситуацию, когда все знали, что Асполяр принадлежал ВП. Поэтому ВП намного больше составов. Но они будут ВП тогда, когда они будут достойны. Сейчас ты можешь сказать, у ВП 3 состава, они топовые в мире. Дорастут те, куда я инвестирую, до топовых в мире, они завтра будут переименованы в ВП. Вот примерно так. Хорошо, окей. Мы все прекрасно знаем весь круговорот, который происходит между Virtus.pro и Na'Vi.
слишком много круговорота, скажем так. Для простого зрителя немножко непонятен вообще проект D2CL. И вообще, какие у вас отношения между двумя организациями, у тебя с Кахановским, и вот что такое D2CL, это что-то посередине, или и вот как вот эти все вот ФОБОС, переходы, как вот это вот все происходит у вас, то есть вот какое отношение между двумя организациями? Смысл следующий. Мы представляем один регион, и у нас очень много общих интересов. Мы очень во многом помогаем друг другу. У нас есть действительно очень много бизнесов. Сейчас, пока это еще не началось как глобальный проект, но мы уже это работает. Fragstore, например, это единый магазин интернет, который будет эксклюзивно продавать только Na'Vi и Virtus.pro мерч, допустим. Мы делаем там студии совместно, то есть все кроме команд. Вот команды, да, у нас, ну как, отдельно. Есть просто спорт, вот как ты говоришь, Фобос, то есть там менеджеры между собой, у которых есть свои задачи, они грызутся за игроков, соревнуются, но это не мешает мне с владельцем Na'Vi, ну как, развивать общий, скажем, в общем киберспорт в СНГ. Потому что мне интересно, чтобы Na'Vi были сильнее в регионе, а Na'Vi интересно, чтобы я был сильнее в регионе. Сейчас, то есть потому что мы создаем положительный имидж того же киберспорта и не пускай всяких маленьких пакостников, да, которые там обманывают людей на деньги, ну вот много всего. И за счет этого, посмотри, это работает. Да. Киберспорта из СНГ, то есть сейчас нет такого, что ой, там дикие люди приехали из вот этого, то ли Африки, как это там называется, да? То есть сейчас действительно СНГ игроки, они растут, СНГ организации растут. Ну, мы это обсуждали, я просто не хочу трогать эту тему, для меня нет разницы, это украинцы, там русские, белорусы, то есть у меня есть понятие русскоязычное, ну вот так, наверное, да, скажем. И в составах у меня там и те играют. У Саши нету, ну, относительно спорта тоже нету, ну, как бы, нету вот этой вот, да, политики. Поэтому конкуренция вот реально, игроки могут не любить друг друга, да. То, что это абсолютный спорт, ну вот когда они встречаются, да, ну, мне выгодно, чтобы выиграл ВП, Zero Gravity выгодно, чтобы выиграла Na'Vi. Но это не мешает нам развивать киберспорт в регионе. Вот отвечу таким образом. Я понял, ну и тогда вот буквально пару слов по поводу все-таки то, что ты не ответил, все-таки что такое D2CL? И это проект, турнир, который, то есть турнир, который принадлежит Na'Vi и Virtus.pro напополам. Вот, то есть ребят, которые там работают, это просто отдельная организация? Да, это отдельная организация, которая принадлежит двум киберспортивным клубам. Да, ну, потому что многие считают, что принадлежит конкретно Na'Vi и так далее, и так далее. То есть, как бы люди... Там просто, понятно, что некоторые сотрудники из Na'Vi помогают, там некоторые сотрудники из Virtus.pro, но зона ответственности, то есть если, ну скажем, это вот, структурно это отдельная организация. Но образно, я завтра могу проинвестировать, господи, в Evil Genius. Да, и мне будет принадлежать там, не знаю, какое-то количество процентов. Я могу купить это за большое количество денег. Но это мое дело как инвестора. Это не значит, что что-либо произошедшее в ВГ, я к этому имею какое-либо отношение. Нет. Вот. Также и здесь. Это две команды проинвестируют, но там есть там, Марк Авервух, который отвечает за этот процесс. Он может за него отвечать хорошо или плохо, но это никак не относится к деятельности моей или деятельности Александра Кахановского. Я понял. Предпоследний уже такой вопросик. Вот ты говоришь очень много про то, что тебе нравится строить структуру, нравится строить инфраструктуру вообще, что ты готов инвестировать в интересные вещи. Вот если есть люди где-то в СНГ, то есть какие-то гениальные мувимейкеры, гениальные там, не знаю, режиссеры, либо игроки, либо статсмены, что-либо гениальное, вот могут ли они как-то рассчитывать на то, что они могут с тобой связаться, что-то тебе предложить, и вот какой-то фидбэк ты получаешь, или у тебя вот эта вся работа идет исключительно через менеджеров, ну, собственно, как с тобой можно связаться, как тебе можно что-то предложить? Вот есть ли у тебя такой вообще процесс? Понимаешь, как это работает? Я принимаю ключевые решения, да, но для того, чтобы оно превратилось в нечто для меня, да, естественно, это фильтруют менеджеры. У меня просто не хватит времени разговаривать со всеми желающими. Если есть какие-то интересные люди или интересные проекты, и они могут преподнести это или продать менеджерам, значит менеджеры это переподносят и продают, я имею в виду, как идею там, мне. Но сейчас, я говорю, моя задача как можно больше отойти от именно операционного управления. То есть я практически ничего уже практически руками именно в Virtus.pro не делаю. И моя задача делать
меньше и меньше, потому что иначе это не масштабируемо получается. Поэтому ответ такой, лично со мной, ну что там, наверное, это, если это не люди, ну, которых я там знаю, которые уже реально действующий функционер. Ну, захочешь, приходи. У тебя получится, например. Окей, хорошо. Спасибо тебе за исчерпывающее интервью. Удачи, конечно, организации. Тогда, может, какие-то завершающие слова, приветы, там, не знаю, пожелания фанатам. Не, ну тут не пожелания, я всегда это говорю, и от этого не отказываюсь, пока ВП существует. И то, что я говорю всегда менеджерам, аудитория — это наш хлеб, который нужно уважать и ради которой мы работаем. Поэтому, естественно, основной, ну, как это, привет спонсорам, как у меня всегда режет от этого, там игроки говорят. Нет, я говорю... Почему здесь нет логотипа, как у игроков? Каждый занимается своим делом. Здесь есть пузо и нервы. И так нормально. Я передаю привет аудитории, и я говорю спасибо ей, потому что когда-то, я помню, я обещал, что когда-нибудь сделаю кубок с DreamHack. Ну, мы его добьемся, когда русские, там, ну, это больше, сейчас, я не против кого-то. Было полтора года назад, в 2014 году в DreamHack ты мне говорил, что я... Да, я когда-нибудь этого добьюсь. И тех вот, кто болел, да, я считаю, что в чем-то я выполнил, в чем-то еще нет. Но та, например, аудитория, которая начинала с Virtus.pro изначально, в чем-то у меня уже получается возвращать ей хорошей монетой. Именно с точки зрения результата. И я очень сильно благодарен тем, кто вот составляет там активных, костяк нашей аудитории. Поэтому спасибо именно. Мой спонсор, да, это моя аудитория, вот так скажу. Поэтому спасибо ей и учитесь хорошо, школу не прогуливайте. Пейте воду, да, и пусть киберспорт приносит вам исключительно удовольствие и как отличное здоровое хобби. Спасибо тебе еще раз и жмите лайк снизу, ну, конечно, делитесь этим видео с друзьями. Пока.